Созополь– это море, скалы, пляжи, это цветы, это гостеприимные люди, старинные дома и новые отели, вкуснейшая болгарская выпечка, нахальные чайки, ведущие беседы по вечерам. Это место, куда хочется вернуться, и мы обязательно это сделаем. Но сначала расскажу о том, как мы ездили в Созополь в прошлом году. Возможно, эта информация будет кому-то полезна. Итак, самый быстрый способ добраться до Созополя на самолете до Бургаса. И оттуда всего полчаса на авто. Если у вас нет трансфера из аэропорта, то можно добраться самостоятельно и очень бюджетно на автобусе. Сначала надо доехать из аэропорта до автобусной станции, а потом уже прямиком до Созополя. В Созополе есть 2 городских пляжа. Как и во всей Болгарии, вход на пляж бесплатный, заплатить нужно только если пользуетесь шезлонгом. Берег поделен на пустые зоны и занятые лежаками под большими зонтами. На последних находиться можно только за плату. Ну а купаться можно везде. На пляжах есть спасатели, и даже довелось наблюдать, как оперативно вытащили пожилого мужчину, которому стало плохо далеко от берега. Мы обычно обходились своей подстилкой и брали зонт в отеле. Лежать на пляже все равно не было времени, потому что море чудесное, прозрачное. На центральном пляже, который ближе к старому городу, более мелко, идеально для детворы. К тому же рядом с центральным пляжем есть большая детская площадка с качелями и батутами. А на пляже Хармани поглубже, и сам пляж гораздо длиннее и шире. Ходили купаться мы на оба пляжа, а один раз ездили на пляж Кавациты на паровозике, который курсирует туда из Созополя. Но и паровозик, и Кавациты заслуживают отдельного видео, так что смотрите об этом в следующем ролике. И невозможно впихнуть сюда историю Созополя и показать прекрасный старый город, так что про него тоже расскажу отдельно. В целом Созополь делится на старую часть, здесь находятся музеи, большая часть ресторанов и, конечно, старые рыбацкие дома. Хотя и здесь тоже снимают жилье и тусуется много европейских туристов. В городе и на пляжах можно услышать украинскую, польскую, немецкую речь, иногда французов. Россиян в Созополе не так много, как на других болгарских курортах. В новой части Созополя расположены отели, дома местных жителей, супермаркеты, кафе, большей частью сосредоточены вдоль пляжей. Хотя, понятное дело, чем ближе к морю, тем дороже. На улицах много киосков, где можно купить вкусную выпечку. Каждое утро у нас начиналось с похода за сырными пирогами. На главной пешеходной улице нового города Рапатама множество магазинчиков с сувенирами, одеждой, косметикой. Куда ж без болгарской розы? Ею тут будет пахнуть все. На пляже носят кукурузу и бублики. Все очень вкусное, особенно когда только что выбежал из моря. Кроме обычного пляжного набора, вроде катания на банане и скутере, можно полетать на параплане или сделать массаж. Овощи и фрукты мы покупали на раскладке недалеко от пляжа, а за остальными продуктами ходили в супермаркет на улице Республиканской. Есть еще и огромный супермаркет Lidl, но до него было далековато идти пешком от нашего отеля. А по мелочи можно купить что-то в ближайшем маленьком магазинчике, которых полно, особенно на улице вдоль пляжа.
Отелей великое множество на разный вкус и достаток. Есть с бассейнами и своей территорией. Есть небольшие отели семейного типа, и их продолжают строить. Дальше от берега тоже идет активное строительство жилых домов, а предложением купить недвижимость в Болгарии вас встретят сразу же по прилету в аэропорт Бургаса. Очень понравилось, как украшены дворы и дома цветами, со вкусом. Кажется, что жители соревнуются в дизайне. Каждый двор очень красив, его украшают хозяева как только могут, в надежде привлечь квартирантов. Везде очень строго следят за правильной парковкой, а нарушителей штрафуют или эвакуируют. По городу то и дело мотается эвакуатор с очередной жертвой. Вот угроза для тех, кто неправильно паркуется, и действительно мы видели очень много эвакуаторов с уже машинами нарушителей, везущих их на штрафстоянку. Особый вид местного транспорта – вот такой вот трехколесный мини-мопедик. И еще одна вещь, из-за которой влюбляешься в Созополь. Это кроме моря, старых домов, выпечки и цветов. Это чайки. Здесь они чувствуют себя полноправными хозяевами, ведут себя вальяжно и даже иногда нагло. На заходе солнца чайки начинают громко сплетничать, сидя на крышах. Гогочут так, что сын сказал, примерно такой же шум стоит у них в классе, когда выходит учитель. Продолжение о Созополе еще обязательно будет. Если вам понравилось видео, то знаете, что надо делать. И вот вам еще немного красоты. Пока! Песочек на пляже Хармони. Дальше по улице Республиканской, но отсюда можно быстро выйти в улицу Черное море прямо на центральный пляж. Улица Республиканская, одна из главных в новом городе. И, конечно же, повсюду болгарская косметика с розами. Повсюду предложения экскурсий, аренды автомобилей и всевозможных подводных ныряний. Очень много обменок повсюду, но гиды советуют менять деньги только в центре города или в банках. В магазинах можно без проблем расплатиться карточкой Visa или MasterCard. Республиканская улица привела нас к морю, яхт-клубу. И вот сейчас направо будет поворот к старому городу. Яхт-клуб. Отличная идея приделать к столбу со знаком пешеходного перехода солнечную панель, и теперь он вот так он своими силами подмаргивает световыми диодами. Объявление на муниципалитете. И вот, кстати, сообщение всем, кто сдает комнаты в наем. Вот, пожалуйста, оформляйтесь и платите налоги.
купальниках можно без проблем ходить в кафе или магазин, но только не в госучреждения. На центральном пляже песок немного поменьше. Сегодня шторм. Надвигается гроза. Блин. Мама, спаси меня от смерти. Включай моторчик. Запускай свой моторчик. Павлики, пожалуйста! Камери Геврейца, море желаешь? Опри, прессы, Камери Геврейца!